Всем привет! Сегодня хочу поделиться рецептом очень вкусного торта. Все, кто его пробовал, говорят, что самый вкусный торт, который они ели. Мне этот тортик тоже очень нравится. Он получается мягким, нежным, влажным, просто тает во рту. Готовится торт очень просто. Давайте готовить. По этому рецепту можно испечь обычный шоколадный бисквит, заменив черемуховую муку на обычную. Просто берем 210 грамм муки. Молоко нам тоже понадобится, и его мы добавляем после взбивания яиц с сахаром. Черемуховую муку я брала от фирмы Приправыч, пачки 60 грамм. Горячим молоком залить черемуховую муку. Хорошо все тщательно перемешать и оставить до полного остывания. В миске соединить яйца с сахаром, все хорошо взбить миксером, добавить растительное масло, остывшую черемуховую массу и хорошо еще раз взбить миксером. Далее добавить тесто какао, муку соединить с пищевой содой и разрыхлителем и хорошенечко все это перемешать ложкой. Муку в тесто добавляем несколько этапов. Добавили муку, перемешали и снова добавили. Сначала мешаем ложкой, чтобы миксер не пылил, а затем уже хорошенечко все взбиваем миксером. Долго перемешивать тесто не нужно, оно должно получиться вот такой кремовой консистенции. Включаем духовку режим вверх-вниз 180 градусов. Форма у меня диаметром 22 сантиметра, бока формы я смазала маслом, а дно застелила пергаментом. Выливаем тесто в форму и убираем в духовку на 30-35 минут. Температура 170-180 градусов. Я выпекала на 180 градусах 35 минут. Прошло 35 минут. Я вынула бисквит из духовки, проверяю его деревянной палочкой. Она должна быть сухой. Вынимаем бисквит из формы. Готовый бисквит еще горячим обернуть в пищевую пленку и убрать в холодильник до полного остывания. Так бисквит будет влажным, а не сухим. Пока бисквит наш остывает в холодильнике, мы делаем крем из сметаны и сахарной пудры. Сметана должна быть очень холодная. Сначала взбиваем сметану миксером, чтобы она стала пышной, воздушной, а затем уже добавляем сахарную пудру. Сахарную пудру я просеиваю, чтобы не было комочков. Сахарную пудру вводим постепенно. Крем получается очень воздушным, объемным и густым. После того, как бисквит остынет, его надо разрезать на несколько частей. Я разрезала на 4 части. И собираем тортик. Крема не жалеем, его у нас предостаточно и хватит на все 4 коржа.
Украшаем торт по своему желанию. Торт получается очень мягким, воздушным, пышным, в меру сладкий и очень вкусный.